Так, всем салют. В сегодняшнем видео я кратенько пройдусь по прошлой неделе, да, чем она у нас закончилась. Мы можем сейчас наблюдать, да, на экране рейтинг. Ну, на самом деле он не совсем соответствует силе союзов, да, то есть на прошлой неделе К-15 сервер показал себя во всей красе. Они абсолютно всех пробивали, всех сносили на своем пути. И М96, которые находятся на первом месте, они там находятся исключительно потому, что у них какая-то договоренность с К-15. Они друг друга пока не атаковали. И, соответственно, это помогло 96-му серверу закончить на первом месте. Да? Но при желании К-15 сносит всех. Да? На прошлых выходных, в прошлое воскресенье, они атаковали и защищались от 5 союзов, получается, от М19, К-20, К-11, М116 и М105. Да, то есть получается вот из топ-7 союзов 5 на них нападали. Ну, и они показывали прекрасный результат. Их смогли пробить. Сейчас посмотрим. Чудо их. То есть вот у них 167 атак, да, но если отнять авангард, то получится, ну, поменьше, конечно, но все равно. Всего 19 пробитий, да, 2 пробития было от SSD К-11, и все остальное это пробивали ДТВ 105. Но опять же, для того, чтобы пробивать, они одели купол уже в конце, да, то есть, ну, и ходили всем составом. И тогда это у них получалось пробивать, только в такой последовательности, да. До этого, конечно, не получалось. То есть, ну, как бы защищаться и атаковать у нас может только К-15, да, Союз Легенда. Все остальные союзы могут или защищаться, или ходить в атаку, да, совмещать не получается. Потому что если защищаются, да, там вот К-20 неплохо защищался от К-15, да, но в атаку совершенно не могут ходить, да, то есть все их атаки были довольно-таки слабые, потому что если они кого-то убирают из этого самого гарнизона, то все, К-15 без проблем их пробивает. На К-20 было много атак тоже. Их атаковали не только К-15, да, их атаковал и К-21. И были удачные пробития, да, то есть атак было поменьше, но 30 пробитий. Ну, львиная доля здесь это, конечно, от К-15. Я же говорю, что они пробивали кого угодно. Точно так же они пробивали и наше чудо мы от них не крепили, так как мы ходили в атаку, ходить нам в атаку долго. Вот, поэтому защищаться от атак, ну, от мощных атак у нас нет возможности, да, то есть, потому что пока мы доходили до К-15, они могли нам сходить 3 раза. И сходить, вернуться, сходить, вернуться, сходить, вернуться. Мы предпочли атаковать, да, потому что в атаке у нас, ну, лучше получается, чем в защите. Ну, на голову они сильнее. Вот они 33 раза, ну, опять же, 33 раза они пробивают, он по 30 раз попробивали, ну, сделали себе задел такой, все. Могли пробить и 60, и 90 раз, да, то есть, ну, это, как говорится, ну, просто им нужно всех было пробивать, да, то есть они пробивали вот 105-й, ну, здесь им помогали 96-й, ну, не то, что помогали, да, у 96-го и 105-го свои там истории разборок, вот 36 пробитий, 120, ну, если легион вычесть, 101 атака, да, получается. Как-то так. Такие вот моменты. То есть, но ДТВ очень сильный союз, да, вот, ну, я так понимаю, на мой взгляд, это вот второй по силе союз после К-15. 96-е тоже сильные, очень сильный союз. Но если бы они между собой решали, было бы интересно узнать, кто из них сильнее, да, то есть, потому что и ДТВ очень силен, и бан очень сильный, ну, как-то так. На данном отрезке, да, вот такой у нас расклад. Что будет дальше, чем закончится, непонятно, потому что как взаимодействовать будут К-15 и 96, я не знаю, да, мы это знаем только на следующей неделе. Что будут делать остальные союзы, да, то есть, ну, все меняется, да, я когда спать уходил, мы были на 10-м там, или на 12-м месте, вот закончили вообще на 5-м, то есть, потому что союзы воюют, если там взять какой-нибудь, ну, союз поменьше, как-то сейчас попробовать найти. Просто поулетали, кто поулетал, может тут союзы находятся, да, то есть поперелетали, не летали, а здесь мат.
можно попробовать вот так. Алтарь. Вот алтарь 3. Так, это видно у нас. Вот посмотрим их чудо. Вот этого союза, да. Тоже, ну, под сотню бит у них было, да, то есть отбивались. Что-то отбивали, что-то не отбивали. Такие вот моменты, да, то есть, ну, много союзы, которые снизу, да, там какой-нибудь, вот здесь, по-моему, у нас находится союз Гло, да, он там у нас в любимчиках был на этой неделе. Хотя нет, все 113 так. Ну, я где-то видел союзы там побольше, и 200, по 300 так было. То есть очень активно играют союзы, атакуют друг друга. Опять же, люди, многие ходят очки понабивать, пособирать, да, потому что нужно, чтобы зайти в рейтинг. Получается, вот сюда. Сейчас глянем. Рубеж царства. Вот рейтинг. Да, то есть Дженни, как обычно, Тар на первом месте, 6 миллионов. Ну, как я даже в рейтинг не попал. Так как у нас храма нету, мы куда-то идем, если не приняли, 40 минут туда, назад, ну, раз в час можно куда-то сходить, приняли, заработал очки, не приняли, не заработал очки. Ну, это мелочи. Вот, то есть, ну, такие вот у нас лидеры, да, М7, Викторианец, на втором-третьем месте расположились, потому что, ну, они защищались, М7 защищался, Викторианец ходил в атаку на всех, да, то есть, и, соответственно, набрали столько много очков. Вот, Рукер тоже защищался, атаковал. Ну, вот здесь Рэнди, Атен, это тоже как и Дженни в защите сидели, их атаковали, да. Ну, Майк из той же когорты. Вот. Ну, тут ничего у нас особо не меняется, да, то есть единственное, что осталась формальность выяснить, да, кто все-таки станет первым, учитывая договоренность именно 96-го какую-то, да, и К-15. Но опять же, да, то есть на следующей неделе, если китайские союзы, да, в этот раз они очень сильно как-то договорились и атаковали втроем, 119, 116, 105 атаковали К-15, да, втроем. Если не продолжат в таком же духе, да, если они там будут, не будут обращать внимание на то, на каком месте они в рейтинге находятся, тем более сейчас призы вообще ни о чем за места, да, поэтому теперь никто не особо не дорожит этим местом, стараются набить именно личные очки, награды, да, поэтому К-15 будет тоже тяжело на следующей неделе, ну, не будет легче, чем на прошлой. Но, опять же, они показали очень большой задел, очень большой запас. В принципе, как бы 20-30 пробитий для них это вообще-то, ну, опять же, у них будет храм другой, более быстро ходить будут, поэтому еще быстрее можно набить эти 30 пробитий, отыграть отставание от бан для них это дело 2-3 часов по факту. Так что все равно на самый, ну, претендент номер 1 это К-15 легенды, да, на победу. Посмотрим, чем закончится чудо. Есть интересные моменты, есть, конечно, многим скучно, кто-то уже домой хочет, каждому свое, да. И мне очень нравится чудо. Спокойное такое, легенькое, ходим, играем, как-то, ну, вообще без напрягов особо. Когда ты ни на что не претендуешь, спадает груз ответственности, и можно более легко играть. Ну, вот, поэтому ребятам, которые борются за первое, там, второе, третье место, не позавидую. Вот, желаем крепиться, удачи. На этом все. Всем ну за храмы у нас были битвы, да, то есть вот К-15 не дали нам храм взять, и не дали 116 храм взять, да, били 2 храма. То есть активно воевали другие союзы на храмах, поэтому я думаю, что на эти выходные, ну, вернее, в эти среду будут тоже бои за храмы, и К-15, я думаю, будут стараться максимально большему количеству союзов, да, которые на них атаковали, не дать взять храмы. И у них есть потенциал, у них есть силы на то, чтобы защититься и попытаться повыбивать другие союзы, не помешать им захватить храмы. Будет и у нас и четверг такой боевой, интересный. Вот, ну, на этом все. На стриме обсудим результаты боев за храм. Ну, а в конце сделаю видео. На этом все. Спасибо.